Вы тоже заметили, что в последнее время у всех вокруг одно и то же настроение? Ну или почти одно и то же. Налоги растут, зарплаты, денег вроде мало, где-то платят кому-то. Каждый день все какие-то новости, все более такие напряженные. В какой-то момент ловишь себя на мысли, а как вообще сохранить здесь нормальное свое состояние. Сегодня я вам расскажу, что лично нам помогает в этой ситуации, почему иногда нужно просто идти в горы. Самое лучшее лекарство от плохих новостей не стоит практически ничего. Можно так сказать, 0 евро. Никакой медитации, никакого психолога, платного приема у психотерапевта. Это совсем другое. Сейчас я вам расскажу, как это работает у нас и почему мы выбрали именно это. Во всех катаклизмах главное, как мы уже поняли, сохранять свое психологическое хорошее состояние, хорошее настроение. И вот наш лайфхак. Во всех ситуациях, которые какие-то сложные или непонятные, мы выбираем ходьбу. Ходьбу в горы, то есть спорт. Спорт может быть разный, но эта ходьба, она не стоит практически ни рубля, ни цента. Сейчас март месяц, в горах все цветет и пахнет. Такие красивые растения. Когда что-то где-то не ладится или что-то как-то не так, мы отправляемся в горы, как я уже сказала. Мы ходим. Почему это работает, как это повышает ваше настроение, как это поддерживает такое позитивное ментальное состояние. Об этом мы вам сейчас расскажем, когда поднимемся чуть выше, вот туда, куда-то туда. Вот. Но это реально работает. Об этом не все говорят, но врачи сейчас, кстати, склонны очень к ходьбе, умеренной ходьбе. Мы заметили с Алексеем одну вещь, очень простую. Когда какая-то тревога вокруг назревает, человек инстинктивно сжимается, ну, то есть вы меня понимаете, очень многие, да, и больше сидит, новости читает, смотрит что-то в телеке, новости, тревога усиливается. И наш первый лайфхак очень простой. Двигаться. Любое движение, прогулка, велосипед, подъем в гору буквально переключает ваш мозг. То есть сознание переключается на это. Ну и интересно, что многие замечают, достаточно только начать двигаться, и какое-то время тревожные мысли сами начинают отступать. Неожиданным. Ограничьте поток информации, не полностью отрежьте себя от мира, а просто перестаньте бесконечно проверять, листать новости. Потому что мозг так устроен, что чем больше тревожных сигналов он получает, тем сильнее раскручивает эту спираль. Попробуйте хотя бы один день заменить прогулкой, велосипедом, какими-то физическими активными занятиями. Или хобби. Да. И вы узнаете, как ваша жизнь изменится. Кроме того, помимо того, что мы занимаемся физической активностью, прокачиваем кислород, там лимфа проходит, в общем, врачи меня поправят, да, какие-то изменения, потому что мы биохимия, все наши организмы это биохимия, там какие-то изменения положительные в том числе идут. Ну, то есть, если мы ходим именно вот с той силой, с теми возможностями, которые возможны для нашего организма. Но еще, помимо этого, это, конечно, кислород, воздух и приятная картинка перед глазами, что тоже психотерапевты, наверное, скажут, что очень полезно вот любоваться красивыми цветами, какими-то кроликами, которые скачут, какими-то птичками, пением птиц, нюхать вот эти запахи. То есть тут и ароматерапия, и вот такая вот колоротерапия, цветотерапия, я не знаю. В общем, поэтому сейчас пахнет очень приятно в горах. Поэтому вот такой вот наш тоже один из причин, почему мы этим занимаемся. И не только мы, кстати говоря. Третий лайфхак, он очень простой. Смените масштаб. Когда вы сидите дома у телевизора, нет никакой перспективы, и вам кажутся проблемы просто огромными. Но стоит подняться весь в горы, посмотреть
вот на эту долину, увидеть километры пространства, и мозг буквально меняет восприятие. Мы часто замечаем, что многие вещи, которые казалось критические, вдруг уменьшаются в размерах, как будто горох. Мы еще и видим людей, здороваемся, общаемся, практикуем язык, кто-то что-то говорит. Мы видим как бы свою социальную группу, которая тоже любит ходить, дети, взрослые, пенсионеры. И мы всегда делаем себе такие маленькие маркадоры, которые будут там нас чуть позже ждать. Вы их увидите, мы вам покажем. Для того, чтобы, мотиваторы такие, для того, чтобы идти вперед. Это как в бизнесе, знаете, в бизнесе, в творчестве, в спорте. Так вот, мы тоже делаем себе маленькие такие мотиваторы. Они у нас с собой, и чуть позже я вам их покажу. Это был 4-й лайфхак. Да. Когда мы двигаемся, у нас все наши мысли переключаются на состояние нашего тела. То есть мы чувствуем себя как бы физически, не зацикливаемся на внешних проблемах, а больше воспринимаем свои внутренние, то есть не тревожные внутренние, а физические. Что мы ощущаем, что мы нюхаем, какие запахи, как солнышко тепло светит на нас, как приятно коже, как приятно вдыхать что-то, слышать пение птиц, идти, устают там ноги, руки, мышцы, ты напрягаешься, потеешь, пьешь воду. Вот такие вот проблемы, не проблемы даже, а ощущения внутренние себя. То есть все направлено на свои ощущения, на себя. В принципе, этого добивается, может быть, какая-то йога, цигун. Кстати, цигун мы тоже практикуем так вот на кромке моря или где-то в горах. Поэтому вот такой тоже лайфхак, чтобы немножко отвлечь свое сознание, сохранить свое психофизическое хорошее состояние. Мы поняли, что поход в горы в хорошую погоду — это прямо супер хорошая и физкультура, и медитация, и успокоение, и общение, и социальная группа. То есть это вот такое всеобъемлющее, все в одном, и все для сохранения своего ментального хорошего состояния. Это наш лайфхак такой. Скоро я покажу вам те стимулы, те мотивирующие маленькие приятные факторы, которые мы всегда берем, именно вот эти мотиваторы, которые нас прямо ведут по этой дороге вперед. Когда начал? Я уже начал. Сейчас подготовлю. Нет, подожди. Значит, те самые мотиваторы, которые ведут нас вверх. Та-да-да-дан! 2 апельсина или 2 мандарина, источник цитрусовых, плюс смотрите, какой приятный цвет, аромат, запах. В общем, это движет нами всегда вперед. Пробуйте. Шестой лайфхак, который мы хотим поделиться, быть рядом с природой побольше. Это может, конечно, звучать достаточно банально, то есть многие говорят, гуляйте на природе, но у этого есть очень конкретный эффект. Когда вокруг деревья, горы, ветер, вода, мозг переключается на естественные ритмы. И даже короткое время в таком месте может сильно изменить состояние. Возможно, вы и сами когда-нибудь это замечали. Ходить не обязательно по горам. Можно ходить по прямой, на совершенно маленькие расстояния, прогуливаться по парку, прогуливаться вдоль каких-то дорожек, но там, где есть природная какая-то среда. Ходить — это очень полезно. Это полезно для сердца, для сосудов. Это полезно для того, чтобы наполнять кислородом свой мозг. И, кстати, врачи говорят, что это снижает уровень холестерина в крови. Врачи добавляйте, если это так. Во всяком случае, есть такая информация. Но так как я не врач, то я просто говорю, что это приятно, это хорошо. Не обязательно ходить вверх, на большие расстояния. Можно ходить на маленькие, в дождь, в дождевичок надеть. Главное, хорошая обувь, чтобы не промокать. А мы даже еще нюхаем лаванду. Наш доктор сказал, что запах лаванды снимает тоже стресс. Вот у нас стресса нет, но все равно очень приятно. Сейчас в горах цветет лаванда. И мы ее запах вдыхаем.
Ну и гуляйте на природе в коллективе единомышленников, близких, друзей, любимых, семьи, детей, потому что когда вы находитесь в обществе, среди своих единомышленников, ну вообще других людей, то это в разы снижает тревожность, депрессию и так далее. Можно пообщаться, поговорить. А когда вы идете со своими близкими, конечно, это тоже объединяет родителей, детей, ну, любимых, пары и так далее. Это был 7-й лайфхак. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. Всем удачи, добра, позитива и хорошего настроения. Пока-пока. Чао.